Всем привет! Сегодня мы снова в Вене. Я приехал на экскурсию в Дом моря, называется так. Это океанариум. Тут 11 этажей он занимает. И на самом верху открывается такая смотровая площадка на 360 градусов. И тут вид на Вену полностью. Я не буду полный круг делать. Во-первых, и ветер сильный. Наверное, будет не очень по звуку. Ну и чтобы сильно не затягивать видео, я уже скажу, что я уже экскурсию прошел. 4 часа она длилась. Устал, конечно, но во время экскурсии снимать не получалось, потому что просили там не отставать. И это, в общем, сказали, что потом будет свободное время, будете снимать. Поэтому я сейчас постараюсь так пробежаться по этажам. Еще немножко покажу тут без ветра. Вот это я уже зашел вовнутрь. Вид очень красивый. И вот захожу я в зал и встречает такой красивый травник. Метра 2 он, наверное, в длину. Поближе сейчас попытаемся посмотреть, кто здесь есть. Тут я смотрю, что креветочки и галактики, разборки. Ну, из растений в основном тут, вот смотрите, много пенатифиды представлено, анубиасы, бацефаландры, папоротники. И на дальнем плане вот длинностебелька. Это, по-моему, химиантус зеленый, а красная даже не знаю. Есть подача СО2, естественно. Ну, вот такой красавчик. Извините, я буду без без стабилизатора, потому что тоже тут не разрешают ни селфи эти. Тут, смотрите, еще интересная такая витринка. Всевозможные марки на аквариумную тематику. У меня, кстати, тоже уже есть наборчик тут уже приобретенный марок на аквариумную тему. Как-нибудь покажу вам. Кто увлекается марками, я собирал марки, поэтому так меня это и заинтересовало. А тут вот такой лекционный зал, тут, наверное, какие-то, может, фильмы показывают, лекции. Этот Дом моря находится в историческом здании, таком, как рассказывают, во время Второй мировой войны он выполнял функции оборонительные, в военных целях, то есть это военное какое-то сооружение. Ну а сейчас его переоборудовали под океанариум. Тут теперь гуляют детки и смотрят на природу. Вот так она выглядела, эта башня. Я периодически там буду в течение видео, может, вставлять какие-то фотографии, потому что во время экскурсии нас еще водили по подсобным помещениям, ну, то есть там разводня, там где карантины всякие, вот. Поэтому, ну, там снимать нельзя было, но я фотографировал, буду вставлять некоторые видео, некоторые фотографии. Вот такой огромный аквариум. Сверху все в растительности.
Тоже вот такой огромный аквариум. Прошу, конечно, прощения, ну, очень шумно везде. Тут, ну, и детки кричат, и людей много. Но... И я, конечно, купил же еще микрофон и забыл его с собой взять. Ну, как обычно. Это тут морская вода, морские жители. Тут тетродоны, есть скаты. Вот такие рыбехи, не знаю, как называются. И тут сверху тоже все это растение. И вот тут какой вечный двигатель. Стайка рыб. Да, залипалова. По кругу кружится. Интересные скаты. Экскурсия у меня была это с нашим клубом аквариумистов австрийских, в которым я вступил. И вот там нас 12 человек было, кто успел записаться. Ну и, собственно говоря, благодаря этому клубу вот так экскурсия не входит, вот эти все подсобные помещения. Но благодаря клубу заглянул как бы в закрома. Святая святых. Вот скаты, конечно, интересные, как инопланетные какие-то животные. Конечно, вот показывали, какие объемы там все эти, сколько воды, там какие оборудования, насосы стоят. Ну, впечатляет, конечно, размеры этого всего. Вот какой водорослевик морской. Все это водоросли. Отражает, конечно. Но сверху, по-моему, получше видно. Тут вообще какие-то как медузы. Ну, тетродончик что-то тут кушает. Вот эти ребята. Тоже скат. Поменьше только. Тут встречает тоже красивый аквариум. Большой. Не, вот видите, многие, но они сделаны все высокие. То есть есть часть водная, подводная и надводная. Тоже продолжение композиции, как в природном стиле это все сделано. Но жителей я тут что-то никого не вижу, только растения, цефаландры, папоротник. Тут есть не только рыбы, тут есть и рептилии всякие, и птицы, попугаи там есть, лемуры, но я не смог туда подойти, чтобы заснять, там очень много людей. Деток, но не получилось. В виде шара аквариум. Жалко, конечно, что сильно отражает. Акула какая. Вот этот классный красный, оранжевый. Аквариум со сетровыми.
Рассказывали, что там в Австрии программа государственная есть по разведению малька, запускают в Дунай. Для разведения и восстановления популяции. Ну, трогать я не думаю. Я не думаю, что... Через дверь покажу. Там мы были. Это тут морское подсобное помещение. Тут вот разводятся рыбки, лечатся. Там карантины, нерестовики. Интересно очень, там мы были. Покажу, сколько еще там людей. Это сейчас уже там полдень. И все равно с самого утра, вот мы с 9 утра открывается, была очередь. Вот сейчас уже там почти 2 часа, и все равно такая очередь, люди идут. Вот аквариум тут на 2 этажа. Сознательно никак не комментирую, потому что завораживает, конечно, эта черепаха. Тут ближе можно их заснять. А у меня черепаха. Тут, конечно, против света плохо видно ее. Огромная, конечно. И вот тут такая оранжерея, тоже на несколько этажей, вниз туда уходит все. Тут птицы и всевозможные обезьянки. Вот тут жители, тут и какие-то летучие мыши, попугаи, какие-то еще птички. Себя чувствуешь как в каких-то джунглях. Все настолько в зелени и очень жарко. Ну, душно, влажность тут повышенная очень. Там внизу тут еще черепахи. Малые вот какие-то обезьянки. А тут спускается водопад такой.
и впадает вот в такую имитацию реки. И смотрите, здесь все гуппи Эндлера. Минорчики еще есть. Но в основном тут очень много-много везде гуппи Эндлера. Стараюсь как-то показать вам. Все в такой растительности, большие кинодорусы. Вот тут тоже все в растительности. Естественно, спадает вода. Очень красиво. Тут тоже гуппи. Вот. Самочка, два самца. Какие-то интересные рыбехи. Это они крупные такие. Тут много разных травничков. Здесь тоже гупешки Эндлера. Из растительности анубиусы и криптокарина. Все, больше ничего нету, но очень гармонично выглядит. Ну, вот они, конечно, тут гуппи Эндлера у них очень популярны. Они больше как-то, может, они более природные Эндлеры. Ой, аквариум. Барбусы. Освещение так интересно сделано, вот оно в таком как полумраке. Феи какие красивые. Не знаю, будет оно вообще видно на видео что-то. Вообще план тяжело сделать. Тут только камни и волеснерия, обычная волеснерия. Криптокарин и барбусы. Это огненные барбусы. Ну, шумно, конечно, очень. Наверное, мне особо и нет смысла комментировать что-то, потому что, наверное, ничего не будет слышно. Малые бегают, под камеру бросаются.
О, на наших пеленгасов похож. На кефальку даже. Как, может, что-то есть из рода кефалио. Ya, vamos a mirar por aquí. Морские аквариумы. Вот морские коньки. Hast du was noch gibst? Ja, was ist das, Papa? Ich sehe schlecht im Auto. Stava unter Wasser. Papa, meine Augen will. Sorry. Da. Ja, i tu isto vidiš ima nešto. Ja, Evo Oriole ti. Evo, vidite bio. Starfish. Космические пейзажи, конечно. Это все на стенке интересно, на задней стенке растут как поле из разноцветных цветов. Очень красиво. Общие планы тут тяжело мне как-то делать, потому что еле вклиниваюсь. Людей много. Большой аквариум с медузами. Mira un cangrejo. Ну и к нашим кефалькам вернулись. Так, ну, хотелось бы, конечно, передать эти все размеры, но это все вот один аквариум. Это остров Словесия. Там, где у меня были креветки оттуда, эти кардиналы Словесия. Я так понимаю, что рыбки тоже с того ареала обитания. Вот еще такие персонажи тут есть. Хамелеон тут был. А вот, смотрите, какие динозавры. Такие шипы конкретные. Вот его показывают. Дракон какой-то. Ну, вот этой, наверное, комнатой, этажом будем, наверное, закругляться. Тут огромнейший аквариум на весь этаж. Сейчас попытаюсь я его вокруг обойти, показать вам.
попытаюсь, потому что, ну, реально. Людей столько, что пробиться тяжело, и очень много детей. И они буквально в камеру все норовят попасть. Очень крутое место. 11 этажей, повторюсь. Ну, тут реально можно весь день провести. Тут есть и ресторанчики, то есть и покушать есть где. Ой, очень зачетное место. Извините. Акула там кружляет под поверхностью. А вот еще одна. Ух, класс. А вот кучка, группа в полосатых купальниках. Пиццу! 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 Ну, он огромный по высоте и по длине. Я специально на паузу не нажимаю, показать его полностью. По бокам есть скамеечки, можно сидеть, любоваться этой красотой. Не судите строго по качеству записи, что да, все трясется, звук. Ну, такие полевые условия. Ну, вот такой большой аквариум. Отошел немножко в сторонку. Ну все, ребята, будем прощаться. Возможно, что-то я не показал, но еще раз. Сначала 4 часа сам вылазился. И не мог не показать вам такую красоту, поделиться с вами. Очень красиво. Ну, как обычно, буду рад комментариям. Не забывайте лайки поставить. Кто не подписался, подпишитесь. Всем всего доброго, до новых встреч. Пока.